Привет, с вами Алена. Сегодня снова покажу вам случай с сросшим ногтем. Здесь молодой человек обратился к нам, потому что является нашим подписчиком. И примерно полгода назад у него было удаление хирургическим путем. Как всегда, сначала диагноз был снят, а потом врастание возобновилось, потому что вырезание угла без устранения причины, конечно же, проблему не решит, только временно избавит от болевого синдрома. Прошло полгода, и снова стал он жаловаться на то, что у него воспаляется, болит и невозможно. К тому же он посменно работает на производстве, в обуви потеют ноги, сама стопа и ножки тоже влажные, также есть кое-какие проблемы с весом. В общем, одно на другое наслаивается, и в итоге мы получаем вот такой результат. Конечно же, тут есть вопрос в обуви, но об этом чуть позже. В общем, обратился он к нам, и мы поняли, что нужно, естественно, доставать оттуда тот самый кусок, который мешает ему жить, который мешает ему ходить и вызывает такое сильное воспаление. Обратите внимание, что в валике уже началась некая грануляция, так называемая гранулема, по-разному зовут это образование. В общем, это когда рана, немножко выворачивается наизнаночку, потому что ее постоянно что-то травмирует. Не совсем что-то, да, а вот обычно вот такой вот здоровенький кусочек. Вот сейчас мы его извлекли, и, кстати, в этом видео вы сможете наблюдать несколько приемов, там, по-моему, где-то 3 у нас тут поместилось, но мы существенно сняли воспаление и также впоследствии смогли поставить одну из коррекционных систем. Хотя планировали поставить 3 ТО, но там не было технической возможности зацепиться, поэтому пока титанка, и чуть позже, когда хоть что-то отрастет, будем надеяться, что сможем поставить 3 ТО. По поводу хирурга, да, хотела сказать. Он, сходил, ему все удалили, все было нормально, попросили промывать с перекисью, наносить левомиколь, все было отлично, но в момент, когда ноготь в итоге стал расти, все вернулось. А вернулось почему? Потому что не была устранена причина. Хирург поборолся со следствием, так же, как и мы сейчас, но причина не была убрана. Скорее всего, там есть проблемы с обувью, возможно, проблемы с носками, но, как обычно, клиенты в это слабо верят, они тяжело соглашаются с тем, что, возможно, все-таки у них как-то вот по ширине там, да, по полноте обувь неверно подобрана. И практически в каждом случае я говорю про доктора-ортопеда. Конечно, про толкового ортопеда. Без обид, но вряд ли это будет доктор по прописке, да, там в поликлинике бесплатной. Скорее всего, нужно искать специалиста по рекомендациям, который действительно может вам помочь изучить, правильно поставить диагноз, изготовить вам либо какие-то стельки, либо какую-то дополнительную разгрузку. Также имеет место быть, кстати говоря, и упражнения, потому что все деформации, которые с нами происходят, они не просто так, они не берутся из воздуха и не случаются волей случая, потому что жизнь неблагосклонна. Все имеет под собой какое-то объяснение. Это так, снова лирическое отступление на тему ортопеда, потому что я не устану, я не сдамся, я буду говорить, насколько это важно. Кстати, ссылку на Артура из Москвы я ставлю. Артур — это очень хороший врач-ортопед. У него тоже есть YouTube-канал, и там есть прикольные видео про пяточную шпору. Поэтому переходите и смотрите, очень-очень интересно. А тем временем мы заканчиваем один из наших приемов и ждем его очередного возвращения. Вот так мы отправляем обычных клиентов, где-то с тампонадой, где-то перебинтовываем, где-то с разгрузкой, и вот такие они к нам возвращаются. Как всегда, в начале приема мы будем использовать промежуточную тампонаду, будем промывать, смотреть, и не забываем про второй угол, ведь здесь тенденция на врастание прямо с обоих сторон, потому что обувь, как всегда, уже все это сказано. И вот сейчас Елена, кстати говоря, которая за работой изучает строение ногтей, думает, какую же коррекционную систему поставить. Как я говорила выше, изначально хотели поставить 3 ТО. Это крючковая система, которая зацепляется за один краешек, а потом за другой. Но, к сожалению, не было технической возможности подлезть и подцепиться там, где нам было нужно, потому было принято решение поставить титановую нить.
Титановая нить – это вид клеевой коррекционной системы, которая фиксируется на специальный композит, который продается в стоматологическом магазине, и по сути это что-то типа тех материалов, из которых изготавливают нам брекеты и делают пломбы. Да-да, мы все заимствовали у стоматологов. В данный момент вы наблюдаете натяжение тейпом для того, чтобы отодвинуть боковые валики и установить коррекционную систему. Дальше наносятся специальные подготовительные жидкости, что-то по типу праймеров и баз, просто в той системе она тоже светоотверждаемая, в той системе просто свои праймеры и базы, и поэтому они покупаются тоже отдельно. Также там есть своя специальная лампа, которая полимеризует эти композиты, по-нашему говоря, гели. Этой лампой обычный гель не просушишь, и то же самое могу сказать про обычную лампу, которой не просушишь этот композит. Это та самая штука, из которой нам делают пломбы, она даже цвет имеет похожий на зуб. Но если кто-то у стоматологов всматривался, то у них гели как раз-таки вот в таких шприцах находятся. Все это фиксируется с помощью света, накладывается столько шариков, сколько будет необходимо для того, чтобы держалась эта проволочка. Сама проволочка, которая зовется титановой ниточкой, обычно используется в брекет-системе. У нее есть очень интересная функция, она все время стремится выпрямиться, а это значит, что она будет исправлять арку ногтя постоянным, постепенным, равномерным натяжением. А нам именно того и нужно. И устанавливается она, естественно, ближе к кутикуле, в той части, где ноготь более мягкий. А вам я напоминаю, как это выглядело в самом начале, в промежутке и на момент последнего визита. И я думаю, что дальше будет все хорошо и нас ждет 3 ТО Скоба. А с вами была Алена. Пока-пока и до новых встреч.